Привет, друзья! Меня зовут Роман, и вы на канале Про Выбор. Если в предыдущем ролике я развеивал мифы HDR, то в этом ролике мы разберем типы матриц. Вы узнаете отличия OLED и QLED телевизоров, а также затронем такие типы матриц, как Трилюминос и NanoCell. Погнали! Начнем, пожалуй, с QLED. Как заявляют производители, в QLED-телевизорах, в отличие от обычных LED, используются квантовые точки, и диоды устанавливают не обычные, а синего цвета. Ну и благодаря этому якобы удалось улучшить цветопередачу и поднять цветовой охват телевизора. QLED, кстати, выпускается не только Samsung, но и другими производителями, просто с другим названием. И первым, кстати, тоже был не Samsung, а Sony с матрицей Трилюминос. Это точно такая же технология на квантовых точках, просто с другим названием. У LG такая матрица называется NanoCell. Но вернемся непосредственно к самой технологии. Давайте рассуждать логически, как синий диод может повлиять на цветовой охват телевизора и на цветопередачу. Все это нереально. Нет, конечно, он повлиять может, только не в лучшую сторону. У вас картинка на телевизоре будет все время синить. Да и квантовые точки непонятно, что за зверь и как они работают. Так вот, QLED-телевизор — это обычный LED-телевизор, просто с дополнительным слоем, с дополнительным фильтром на матрице. Если в обычном LED-телевизоре используются рассеиватели, поляризаторы и слой жидких кристаллов, то в QLED-телевизоре добавляется еще один слой на квантовых точках. А теперь более подробно, как он работает. Этот фильтр необходим для своего рода аккумулирования света. Вспомните любой дорожный знак. Сам по себе знак не светится. Однако, если на него посветить, то покрытие на знаке на мгновение задерживает свет, и кажется, что знак светится сам по себе. Точно так же работает и квантовый фильтр в телевизорах. Свет, проходя через этот фильтр, на мгновение задерживается, и кажется, что телевизор показывает ярче. То есть не кажется, а телевизор действительно будет показывать ярче. Правда, картинка будет немного желтеть, ведь квантовый фильтр имеет небольшой желтый оттенок. Так вот, чтобы нейтрализовать вот эту желтизну, и стали использовать синий диод. Синий нужен не для того, чтобы картинка стала ярче, а для того, чтобы нейтрализовать желтый оттенок квантового фильтра. И только. Еще телевизоры на квантовых точках имеют очень хорошую контрастность. Ведь если светового потока нет, то увеличивать в принципе нечего. Если световой поток есть, то он будет в разы усилен. Отсюда и увеличивается контрастность. Такие телевизоры могут хорошо показать полутона, и при необходимости они могут сделать цвет чуть ли не ядовитым. Поэтому если вы в магазине будете смотреть на демонстрационный ролик на QLED-телевизоре, то это будет, как правило, что-то с нереально перенасыщенными цветами. Или белое на белом, или черное на черном. А еще можно встретить рекламные ролики, где что-то с нереально перенасыщенными цветами и на черном. Тогда картинка будет казаться просто волшебной. Ведь на черном фоне все кажется ярче. Но QLED-телевизор не сможет так показать черный, как это сделает OLED-телевизор. И вот почему. Преимущество OLED-телевизора в полном отсутствии дополнительной подсветки. Если разобрать такой телевизор, то вы не найдете ни одного диода. Дело в том, что при подаче напряжения на пиксель, пиксель будет светиться сам по себе. Отсюда и необходимость в подсветке полностью пропала. Благодаря этому удалось добиться минимальной толщины корпуса. Такие телевизоры даже страшно вытаскивать из коробки. Порой кажется, что при малейшем лишнем движении телевизор треснет, как вафелька. Но тонкий корпус — это не единственное, а тем более не главное преимущество OLED-телевизора. Главное преимущество OLED — это его картинка. Такие телевизоры способны передать даже угольно-черный, а контрастность таких телевизоров просто зашкаливает. Ведь если замерить яркость телевизора на черном пикселе, то из-за отсутствия дополнительной подсветки яркость будет равняться нулю. А делить на 0 нельзя, поэтому производители и указывают, что контрастность равно бесконечность. В то время как у любого другого телевизора все равно будет какое-то значение яркости на черном фоне. Поляризационные фильтры не смогут отсечь весь свет, который идет от диодов, и черный будет иметь хоть какой-то оттенок цвета. HDR, конечно, поможет, но все равно он не сможет сделать картинку такой, какую может сделать OLED. Но если бы все было так хорошо, то OLED-телевизоры вытеснили бы любые другие типы матриц.
Несмотря на все свои преимущества, OLED имеет и свои недостатки. Основной недостаток – это выгорание пикселей. Что это такое? Представьте, вы продолжительное время смотрите фильм на Первом канале. Логотип Первого канала яркий, и логотип неподвижно стоит на одном месте. И спустя продолжительное время вы переключаете канал, но логотип никуда не делся. Это и называется выгорание. Пиксели привыкли стоять в одном положении, и переключив канал, пиксели в этом же положении и останутся. Такая же проблема встречается и на смартфонах, ведь никто не запрещает там использовать OLED-матрицу. Правда, для сенсора, не только для сенсора, в матрицу добавляют еще один слой из транзисторов, и получается активная матрица OLED, по-другому AMOLED. Пользователи таких телефонов после длительной эксплуатации могут столкнуться с выгоранием пикселей. Очень хорошо заметно, если включить белый экран, и все эти выгоревшие пиксели сразу будет видно. Однако, справедливости ради, охота сказать, что для того, чтобы пиксель выгорел, еще нужно очень сильно постараться. Все современные OLED-телевизоры, обнаружив яркую статичную картинку, будут снижать на ней яркость. И такая картинка будет все время смещаться на один пиксель. А цвета на этой картинке также будут сменяться на один полутон в ту или иную сторону. Для глаза это будет совсем незаметно, но будет очень сильно спасать от выгорания. Ведь для того, чтобы пиксель выгорел, необходимо, чтобы яркая картинка находилась в одном положении длительное время. В общем, даже OLED-телевизоры весьма и весьма надежны. Сейчас при просмотре любого канала все время включается какая-нибудь реклама, что для нас, конечно же, плохо, но для телевизора это хорошо. Также на просторах в интернете можно найти информацию, что средний срок эксплуатации OLED меньше, чем у любого другого телевизора. Но если посчитать среднее время просмотра телевизора в день, получается, что OLED может прослужить несколько десятилетий, что тоже очень хороший показатель. Напишите в комментариях, у кого какой телевизор и сколько лет он у вас уже работает. Проверим средний срок эксплуатации в реальности. А также владельцы смартфонов с AMOLED-экраном, напишите, встречались ли вы с выгоранием пикселей. Как итог, хочу сказать, что независимо от вашего выбора, будь то обычный LED-телевизор, OLED или QLED, разницу в этих телевизорах вы заметите только когда в магазине поставите их рядом друг с другом. После того, как вы купите какой-нибудь из них и включите у себя дома, вы не вспомните, как показывали два предыдущих телевизора, и вам будет не с чем сравнить. И вы будете наслаждаться просмотром. Единственное, я бы рекомендовал выбирать телевизоры из нового модельного ряда. Ведь с каждым новым поколением улучшается и цветопередача, и надежность телевизоров. Но про новый модельный ряд я, если буду рассказывать, то в следующих роликах. Ставьте лайк, если хотите узнать про новый модельный ряд. А чтобы не пропустить следующие ролики, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр, всем пока!